Здравствуйте, мы находимся на трассе Немунас-Ринг рядом с городом Каунас в Литве. И сегодня мы будем ездить вот на этом автомобиле 325 BMW версии Cup. Суть в том, что Балтийский туринговый чемпионат BATCC проводит специальный зачет на автомобилях BMW 325 в разных кузовах, но они все уравниваются по массе, по мощности, по всем параметрам, используют единые шины, единую подвеску. И эта гоночная серия возымела успех и уже несколько лет проводится. В последних гонках вплоть до 40 участников. Не знаю, что выйдет в будущем, буду ли я принимать участие в гонках, но, по крайней мере, прокатиться и протестировать этот автомобиль однозначно стоит. И для этого я приехал сюда. Я, к сожалению, не могу повернуть сильно шею, но, по крайней мере, я прицепил петличку себе внизу, и хоть какой-то звук будет. Пока что какие эмоции? Машина собрана хорошо, по крайней мере, внутри по органам управления. Ничего нигде не болтается, звуков лишних не издает. Здесь я отмечаю более мягкую педаль газа, потому что она электронная. Ну, а тормоз пока не удалось прочувствовать. Я очень надеюсь, что он не будет проваливаться. Кулиса довольно четко работает. Everything is okay, you can go. Okay, thank you. Когда ты едешь, у тебя колодки тормозные отходят от перегрузок, от тряски. И первое твое нажатие на тормоз, оно только их сведет, а потом только уже начнет тормозить. И поэтому, когда ты привыкаешь, и там длинная прямая, надо оттормозиться, нажимаешь тормоз, и он как улетает туда в пол. Аж душа в пятки уходит. И я уже приловчился, и перед каждым торможением немножко тапал левой ногой по тормозу, и тогда все становится хорошо. Плюс тормозить, особенно на таких машинах, нужно с такой скоростью, как она загружается. Если ты сразу хлопнешь в тормоз, сразу позолочишься, пока АБС распустит, пока опять накачает. Это так долго все происходит, а ты чувствуешь, что педаль проваливается, ты не тормозишь. Поэтому тебе надо плавно нажимать так и дотормаживать ее потихоньку. По уровню сцепления очень похоже на Assetto Corsa. И поворот, который проходится там вот на тонкого, в полный газ, в реальной жизни, в принципе, точно так же. Но в реальной жизни, конечно, стрёмно. Собственно, такие первые эмоции. Игорь, что скажешь? Твои эмоции пассажира? В целом очень жарко, быстро становится. С моей стороны коллектор. Очень тепло и очень быстро. По разгрузу в моей такого загруза жопы не происходит. То есть вот в этой. Может, на этом треке было бы интересно прокатиться? Ну, здесь прям все так явно и так. Ну да. Ну, пару моментиков было. Сколько мы конусов стартовых сбили? Раза два, может, даже и 3. 2. Я вот пытаюсь вспомнить все нюансы, чтобы передать тебе, чтобы ты их не повторял. Ну, про тормоза очень полезно, на самом деле. Я думаю, что я буду ехать на правой ноге здесь. В машине удобнее, мне почему-то правой. У меня сим так настроен. Вот этот холм, в который ты бесконечно едешь и в нем приотпускаешь, в нем реально надо приотпускать. Надо. То есть, наверное, можно взять такую прям изысканную траекторию, чтобы не отпускать. Но это, как говорится, надо остальные шары иметь. Ну, в Симе там подкидывает, но в Симе ты спокойно на чиле отлавливаешься. Если ты широко вышел, куда ты отловишься? Ты уже на траве и до свидания. Не, да? Я про это. Мы ездили в симуляторе по этой трассе, на этой машине. Все такое же, ощущения такие же. Мы были подготовлены, вообще не изучали трек никогда до этого. Мы по нему ездим, ты говоришь: вау, это я боялся, а это просто симулятор. Ну да, типа опиши, в 2 словах просто твой экспириенс. Проехали одну сессию, более короткую, чем Марк, 5 кругов, то есть буквально пристрелочные. Первоначально, когда с Марком поехал, было очень страшно, потому что, перегрузки сильные, на пассажирском все кажется гораздо быстрее, чем есть на самом деле. Ну просто непонятно. Вообще непонятно, просто да. Непонятно. Что-то происходит, я понимаю, что ты делаешь с рулем, я понимаю, что происходит с машиной, но
я не уверен, что я смогу так же. Как только ты садишься за руль, просто руль, педали, ковш, все абсолютно как в симуляторе. Тебя привязывают, ты не двигаешься, прямо Все как в как-то, симуляторе. да, все как-то само Абсолютно. происходит. И действительно, когда знаешь, что в Симе, например, после отзыва Марка, что ощущается прям по зацепу так же, ну или плюс-минус похоже, реально садишься, в дуге нажимаешь газ, и у тебя есть уверенность, что ничего не произойдет. Единственная, наверное, разница, какой-то минимальный дискомфорт и непривычность ощущалась в торможениях. Ну, во-первых, это подводка лодок. Плюс ощущение все-таки от гидравлики. Это не то же самое, что давить дома в резинку вот эту. Я бы сказал, мне, поскольку у меня такая же машина. У Игоря Е92 купе, да. полноприводная. Да, ну, я имею в виду, что педаль тормоза привычная. Ну да. Проблем не возникало, но именно на самом сильном торможении в шлеме голову уводит, тяжело пристреляться к перетормаживанию. То есть то не дотормозил, то перетормозил. То есть, ну, за 5 кругов в целом неплохо. То есть я везде попал, куда хотел, но есть куда расти, просто накат нужен и все. Просто симулятор вещь, лайк, вообще лучше. Такой за один вот такой вот заезд, который мы сегодня покатаем. Да, за 1,5 можно собрать отличный сетап на Фанактеке, как Пите и Хьюсинквальде. Вот и выбирайте. Но ты же там не рискуешь жизнью, симулятор не то. Просто дело в том, что симулятор это как будто бы конкретно выжимка вот скилла. Да, если у тебя есть понимание траекторий, как вести себя с машиной в симуляторе, то ты сможешь рано или поздно переложить это на реальную жизнь 100%. Про вылет. Вылет. Что-то странное произошло. Мы ехали, это получается вот самый последний поворот, после которого уже стартовая решетка начинается. Да. Вниз, и уход вверх-направо. Уход вверх-направо. Там такая ситуация, что если ты идешь, все максимально широко собираешь, что у тебя полный газ и никаких проблем. Просто со своей стороны посмотрел, что мы вроде вписываемся, и я такой думаю, ну просто поверни еще немножко. Я проехал этот поворот один раз газ в пол, типа все окей. А на следующий раз мне просто показалось, что мы начали андерстирить. Кстати, хорошая вещь, чтобы обсудить по поводу того, что все накручивают себе силу руля в симуляторах. У меня на руле была полная пустота, умеренная пустота, такая же, как на остальном круге. И у меня, даже при том, что я очень его снизил перед подготовкой к ивенту, и все равно мне показалось, что у нас просто мы андерстирим. Типа все, пропал зацеп, руль пустой, я начал чуть-чуть распрямлять машину, мы спокойно съехали в гравий, выехали обратно, поехали дальше. Что аккуратно распрямился параллельно треку, чтобы максимально под параллельным углом войти в ловушку и выехал обратно. То есть колесо, по-моему, подогнули диск, ну или, по крайней мере, нам так заявляют. Ну, решеточку потеряли, ноздрю. На самом деле, было бы больше денег, катал бы вот такую вещь постоянно. А так, иногда, когда накатался в Симе и становится скучно, раз в полгода, год, позволить себе, ну, скорее раз в год, позволить себе такой ивент, просто чтобы унять какое-то желание покататься в реальной жизни, хорошая тема. Честно говоря, хотелось бы все-таки принять участие в какой-то гонке реальной. Был Сивик, но я так нагло на него поехал, вот здесь, на холме. И тогда он такой, ладно. Ну, ты вообще такой, скажем так, не особо мощнящий в обгонах.
Да, потому что я понял, что чем быстрее ты его делаешь, тем проще. Ты едешь один, как будто просто практикуешься в игре. Никакой разницы нету с реальностью. Лев, сколько тебе лет? 13. Уже папа дает тебе кататься на твоей заряженной BMW 46 Compact, правда? Да. Какие эмоции вообще? Я ожидал, что будет тяжело ехать, какие-то перегрузки, что будет жарко, но было вообще как сел в кресло. И расслабился, сидишь, да? Получаешь расслабился. удовольствие. Да, очень классно. Интересно очень. Казалось в некоторые моменты, что все, сейчас уже полетим на гравий. Были моменты, ты там уже так удерживал ее на грани, но нормально. Все классно очень было. Надеюсь, еще получится проехать, а может даже и за рулем по прямой. По Варговочке прокатиться на 325 Да. почему бы нет? Я с той стороны попробую помочь. Не первый раз. Ну ты давай четко выполняй инструкции, чтобы не было никаких проблем, хорошо? Не буду, все хорошо, окей, поехали. Отлично. Поехали, да? Ну, немножко так, поехали чуть-чуть. Ни хрена не вижу. Не видно? Можешь попробовать чуть-чуть туда проехать по прямой. Ну что, вот и все. Трек-день подошел к концу. Мы успели покататься в районе 60 кругов и сделали их до обеда. У нас впереди еще целых 3 часа оплаченных, но мы уже не будем ездить, потому что выкатали весь свой бюджет. Бюджет был около 1600, наверное, евро за 60 вот этих боевых кругов. Подробнее про цены. Шины нам поставили бэушные, и они как бы включены в стоимость. Топливо отдельно, около 60 с чем-то литров, 95-й бензин, здесь по евро 60. Оплата участия на всей сессии стоила 130 евро. 6 евро за круг машина, ой, не за круг, говорю, а за километр. Один круг по этой трассе это 3,4 километра. А еще, самое важное, наверное, это услуги механика, он берет 200 евро в день и 70 евро за лафет плюс автобус и топливо, чтобы ему сюда добраться. Так какой итог? Мы покатались, поняли, что это очень близко к симулятору. С трассы вылетали, ну так, чуть-чуть попутешествовали, посмотрели, каково это быть, когда ты едешь не совсем по асфальту. Из эксцессов у нас потеряли одну ноздрю. Еще был момент, переполнилась маслопомойка и стала вонять маслом. Механик повливал его оттуда, почистил там все. Вскочили куда-то колесами. Здесь небольшая такая вмятина появилась. И вот так вот покоцано здесь гравием. Можно было бы там еще что-то доработать, но в целом нету какого-то отторжения, нет каких-то неприятных моментов. Контролировать ее очень легко и понятно. А стоит ли такой опыт тех денег? Сложно сказать. Если судить по каким-то голым цифрам, выгоднее поехать что-то вроде VLN-гонки на Нордшляйфе. Здесь, конечно, уже больше ответственности. Люди как-то не совсем так тебе доверяют, никаких страховок нет. Но трек реально крутой. С историей, он старый, он не очень безопасный. Асфальт старый, уже много где-то кочки, ямы, там такие бугры, трещины. Но машина прокатная, и она, в принципе, легко с этим всем справляется. Где-то иногда там чирит колесом об арку или еще что-то, но подвеску не пробивает. Все отлично, и до тех пор, пока ты не ездишь где-то за пределами трассы, не врезаешься в поребрики, у тебя, по сути, никаких проблем нету с машиной. Этот симулятор помог нам с Игорем подготовиться, изучить все детали и трека, и автомобиля. И я просто поражен, насколько это все идентично с тем, что я получил в реальности. На этом все. Всем пока.